Как развивать отношения с родителями подростков, которые являются вашими сотрудниками? Если вы планируете запускать такую коммуникацию у себя в компании, то это видео для вас. В нем мы поделимся с вами 7 идеями, с чего можно начать, как запустить эту коммуникацию, какие проекты можно сделать. Будет коротенечко, мы ценим ваше время, как и редакция. Смотрите дальше. По статистике, у 62% сотрудников компании есть дети. И дети разных возрастов. Обычно компании фокусируются на детках помладше, но детки постарше и подростки обычно создают даже больше проблем и больше эмоционального вовлечения, чем детки помладше. По совпадению, именно родители подростков оказываются обычно на мид и топ-позициях. И если у них в семье что-то происходит, то это отвлекает фокус внимания. И, соответственно, они не могут прям по полной сосредоточиться на своих рабочих задачках. Поэтому, если у вас получится поддержать своих сотрудников-родителей в том, чтобы они разобрались, почувствовали себя в комфорте в коммуникации со своими детьми, то, соответственно, есть великий шанс, что их эффективность на работе тоже подрастет. Совершенно точно уровень лояльности вырастет именно потому, что вы поможете решить те вопросы, которые сотрудник вообще не ожидал, что вы будете помогать решать. Соответственно, предвосхищая текущие ожидания, вы делаете классного middle или топ-менеджера своей компании еще более лояльным, любящим и благодарным. И чуточку счастливее. Чуть более счастливым человеком. Давайте начнем с самого простого. Первая идея. Перед тем, как начать делать какую-то коммуникацию в родителей, было бы классно узнать, что именно их беспокоит. Почему про это важно прояснить? Казалось бы, у всех родителей подростков есть один более-менее похожий, одинаковый, даже хочется сказать, набор проблем. Но тот язык, которым будут про это говорить именно ваши сотрудники, это именно те слова, которые будет полезно использовать в коммуникации с ними для того, чтобы они почувствовали, что ребята говорят именно про мою проблему. Первое, что мы рекомендуем сделать, провести небольшой опрос. Он может быть анонимный, прийти спросить напрямую, сделать небольшой каздев среди собственных сотрудников. Из нашего опыта основные темы, которые заботят родителей подростков, их не очень много, но основные и релевантные для большей части этой аудитории — это поступление в вуз, это проблемы с учебой, это взаимодействие с подростком как с новой личностью, которая меняется и потенциально грозит потерей контакта со своим собственным ребенком. Еще иногда появляется история про цифровую безопасность и финансовую грамотность. Да, как вариант можно взять эти 5 тем или провести собственный опрос, выбрать те темы, которые будут максимально актуальны в вашей компании и зафиксировать их для себя как потенциальный план для ближайшей коммуникации. На что важно обратить внимание в этом опросе, это непосредственно на слова и формулировки, которые используют люди, работающие конкретно в вашей компании. Удивительно, как эти формулировки могут разниться от города к городу, от офиса к офису, от компании к компании. Идея номер 2. Она не потребует от вас большого количества времени. У вас уже есть темы, которые заботят, поэтому следующим шагом вы можете сделать подборки в формате набора ссылок или готовых материалов, которые упакуете в формат внутренней рассылки и с периодичностью, например, раз в 2, 3, 4 недели будете отправлять уже по больной выявленной теме своим родителям-сотрудникам. Важный момент. Такие подборки не потребуют большого количества трудозатрат и затрат ресурсов, денег со стороны вашего департамента, но это уже будет классный шаг вперед в сторону ваших родителей-сотрудников, возможность завязать диалог и посмотреть на то, как реагируют родители на то, что вы им присылаете. И нет, ваших родителей не забанили в Гугле. Они теоретически могут найти эти материалы сами. Но для этого нужно потратить время и разобраться, какой из источников по-настоящему валидный. Поэтому основная ценность, которую вы таким образом можете создать, это предоставить готовый материал, которому можно доверять. Доверяют вам, доверяют материалам, которые вы предоставляете. Да, подборки — отличный вариант. Немного времени, эффект всегда будет подтвержденно позитивный. Третья идея. Нужно познакомить подростков с профессиями. Одна из болей, которая есть у каждого родителя-подростка, это: «О Господи, кем будет мой оболтус или моя вот эта прекрасная девушка». И это беспокойство, конечно же, мы можем атрибутировать самому ребенку. Это его задачка, это его жизненный выбор, его жизненный путь. Но практически каждый родитель чувствует свою ответственность в том, чтобы ему, ребенку своему в этом как-то помочь, его поддержать. Самая западающая история у подростков — это веер профессий, картинка, знания про те варианты деятельности, которые вообще ему доступны. Поэтому любое мероприятие, которое позволит подросткам в интересном ключе познакомиться с какими-то новыми штуками, расширить их картинку мира в профессиональном поле, будут востребованы и родителями,
И на такие штуки часто откликаются сами ребята. Четвертая идея. Было бы круто сделать обучение для своих сотрудников, не связанное с рабочими процессами. Мы рекомендуем взять либо готовые курсы, либо нанять команду, которая сможет записать курс по тем темам, которые сами родители определили как болевые. Таким образом, вы поможете родителю включиться в процесс образования, самообразования для себя. Это уже расширяет границы, добавляет больше инструментов и ощущения уверенности в том, как взаимодействовать со своим ребенком. Сами родители чаще всего не пойдут искать такие курсы, потому что есть внутренний страх. Неужели я плохой родитель? Или наоборот, контрпозиция, когда я точно хороший родитель, не надо мне ничему учиться, мои родители не учились, и я не буду учиться. Поэтому, если вы сделаете шаг вперед и поможете сделать хотя бы обучение в формате микролернинга, маленькими кусочками, маленькими видео по 3-5 минут, это будет отличным материалом, за который каждый родитель вам скажет спасибо. Как вы помните, в России не принято учиться 3 вещам. Как строить отношения, как готовить и как быть родителем. Вот если помочь хотя бы с одной из них, станет сильно лучше. Да, кстати, про готовку уже все учатся, так что и про родительство тоже можно. Осталось добраться только до строительства отношений. Да, но это будет в следующем видео. Пятая идея. Если дошли до этого пункта, это означает, что вы уже точно что-то сделали для своих что-то классное. Да, родителей подростков. Расширяя этот горизонт, мы можем предложить вам сфокусироваться на совместных мероприятиях родителей и детей, на своих площадках внутри офиса или за пределами. Любое пространство, в котором вначале родители и дети могут быть вовлечены в какую-то общую идею, потом каждый отправится в свое путешествие по своему собственному треку, а потом поделиться общим опытом и отрефлексировать его. Это прекрасная возможность для укрепления отношений, и такой опыт, созданный благодаря вашей компании, будет поддерживать родителей, давать ему больше опоры. По сути, становится все меньше и меньше мероприятий, на которые взрослый родитель и взрослый ребенок могут сходить вместе. И организованное мероприятие по тематике, которое заботит и одного, и второго, совершенно точно сможет привлечь какую-то часть родителей, чтобы они провели время классно, у них появились новые эмоции и воспоминания, и эти эмоции и воспоминания будут связаны, конечно же, со своей любимой компанией. Шестая идея также не потребует от вас больших бюджетов, но потребует немножко времени. Времени на исследование и поиск и договоренности с партнерами. Вам понадобятся партнеры, которые предоставляют услуги, в первую очередь это подготовка к ЕГЭ, изучение языков, лагеря и все то, что поможет, с одной стороны, сэкономить денежку родителю, с другой стороны, создаст классный новый опыт для подростка. На этом стыке меньше денег, больше опыта и эмоций, опять-таки получается классный эффект. Моя компания позаботилась обо мне и создала пул возможностей для меня, для моей семьи, и опять-таки для тех самых классных эмоций, которых часто в этот период не очень много у родителей. Важно помнить, что компания и корпорация сможет договориться с любым партнером об условиях, которые человек, обычный пользователь, обычный родитель в рынке никогда не получит. И это дополнительная польза, которую вы как команда можете доставить своим сотрудникам. Седьмая идея – это подборка книг для родителей-подростков. Как и история с дайджестами, сфокусированными на конкретные темы, подборка книг дает возможность родителю потратить меньше времени на поиск и выбор тех книг, которым можно по-настоящему доверять. И одну из таких подборок вы сможете найти в буклете, который лежит по ссылке внизу в описании к этому видео. В ссылке есть отдельный файлик, в котором более широко описаны все темы, и все идеи, которые мы сегодня обсуждали в видео. Плюс там есть конкретные темы для первого пункта для исследования и конкретные книжки, которые вы уже сейчас можете использовать в своих коммуникациях. Для каждого из пунктов мы привели примеры из мероприятий и отдельных ивентов, которые мы делали вместе с командой Smart Kurs для разных наших клиентов. Там вы можете подчеркнуть ряд идей для своих мероприятий. А если вам нужна консультация по поводу того, как запустить коммуникацию у себя в компании, вы всегда можете обратиться к нам напрямую. Все контакты есть в описании. Кстати, подписывайтесь на наш молодой канал, ставьте лайки, колокольчики, оставляйте комментарии, давайте нам обратную связь. Мы молодые, мы активные, мы молодые как канал. Мы очень хотим выгружать классный контент, ценный для наших подписчиков. И без вашей обратной связи мы не сделаем этот канал лучше, а с вашей обратной связью обязательно сделаем его восхитительным. Вот. Спасибо за внимание, надеюсь, было полезно.